Итак, всем добрый день, друзья мои. Я решила снимать прямыми эфирами все, что я хочу вам подарить. Объясню почему. Дело в том, что здесь интернет пока еще не установили. В связи с этим всем мракобесием ничего нигде не работает, магазины, чтобы заказать, купить вот эту антенну, усилитель интернета. И поэтому, как ни странно, прямые эфиры как бы снимаются нормально на втором этаже. А вот загрузить ролик я в тот день вот заговоры армянские вам как бы передала, и оно грузилось практически целый день. Потом мы, когда выехали в город, я в машине начала загружать, и вот ночной ролик я загрузила, представляете, в течение дня, и то днем. И поэтому я решила, что я буду вам просто дарить свои работы в прямых эфирах. Ну, на второй канал не смогу, конечно, загрузить из-за этого, но ничего страшного. На другие мои каналы люди загружают, и достаточно. Пока будем так делать, а потом уже по-другому. Потому что по-иному никак, понимаете? Пока я загружаю один ролик, это очень долго. И получается, что я просто в течение дня не могу вам нормально отдать то, что хочу. У меня там целые талмуды лежат, и их нужно постепенно вам подарить. Итак, дорогие друзья, мир у нас, казалось бы, как нам казалось, да, я там окно не показываю, потому что сейчас солнце прям бьет в лицо. Как-то лучше вот так, удобнее так вот в доме снимать, так что не обессудьте, что я просто снимаю. Да, всех приветствую. В доме снимать удобнее, здесь лучше ловит. Я надеюсь, хорошо меня слышно, правда? То есть не срывается голос. Здесь ловит замечательно, просто на второй этаж надо все время подниматься, а у меня все, что надо там. Ну вот буду пока здесь снимать, вот так уж надо. Итак, друзья мои, кризисы. Что такое кризисы в этом мире, в нашем хрупком мире? Войны, разорение, эти мировые спектакли, да, которые происходят. Ведь смотрите, некоторые фирмы работают, некоторые нет. Хотя, казалось бы, всем, для всех правила должны быть одинаковы, да? Эти спецпропуска, по которым людей отпускают. Просто сидим в тюрьмах, можно сказать. И сколько так заработают на этих спецпропусках. То есть 90-е нам могут показаться сказкой. И самое страшное, что если население Земли это хавает, то это могут повторить и не раз, и не два. У всех свои цели. Но самое ужасное, знаете, в чем? Что люди вместо того, чтобы включить мозги, они начали друг на друга доносить. Зрители пишут, вышли погулять с внуками, соседи позвонили, пришли в милиция, там спрашивают, что вы там делаете. Представляете? Соседи, которые 100 лет вместе были, вот сейчас все гнилые конченые люди, самый лучший повод нашли мстить тем, кому они завидовали. Представляете? Позвонить. Значит, собрались на шашлыки, позвонить. День рождения что-то справляют, позвонить. Человек говорит с детьми, да, Елена, вы написали, с детьми вышла гулять без этих масок. Женщина прошла мимо детей и сказала, пусть они заболеют. Вы можете представить, это вот вся конченая гнилая натура человечества выходит наружу просто. И я говорила вам, те, которые радуются, что их там то льготы, то еще что-нибудь, а мы такие дураки, знаете, работаем, да, они вот льготы получают и прочее. Я же говорила, вечно кормить никого не будут. Свинью, когда кормят, в итоге потом режут, понимаете? Приходит время платить за этот корм. Вот почему я говорила, хотите жить хорошо, нормально, хотя бы не попасть в эти репрессии, да? Потому что я так уже понимаю, что у нас говорить правду срок, вечно грозят друг другу доносами, вечно грозят друг другу вот там напишем, вот оштрафуют, вот посадят. Понимаете, это ужасно, люди, это очень страшно, когда вместо того, чтобы нормально, по-человечески, пожалуйста, вот под эту шумиху коронавируса сделали все, что хотят. Вместо того, чтобы быть людьми, остаться людьми в кризисные моменты, даже во время такой, как Марк Твен сказал, да, легче одурачить людей, чем убедить, что они одурачены. Но хрен с ним, я еще раз говорю, раз уж государство так решило, мы должны, понимаете, подчиниться.
У нас выхода нет. Тем более, что массы людей смотрят волком на всех адекватных. На адекватных. Одной женщине там кинули мое видео, сказала, что я гублю невинные души. Представляете, я гублю невинные души. Пришло время, когда люди, которые хотели как бы отомстить, да, за все и вся, вот они получили эту возможность. И вот это кризисные моменты, которые нужно пережить. Я хочу вам сказать, что у нас, если помните, года 3 назад, по-моему, да, рухнула просто вся банковская система. В Америке вот прям цепочкой пошла, вот рухнула вся банковская система. Потом грузино-абхазский конфликт был. Потом было, ну, много чего, да. В общем, кризис за кризисом. Постоянно то какие-то вирусы, то еще что-нибудь. Первый раз испробовали на населении просто вот эту панику. Она прокатила, она получилась. Замечательно пошла. Это говорит о том, что вы должны быть готовы, что такие кризисы могут еще случиться и не раз. Если один раз просто это получилось, то это может получиться и не раз, и не два, понимаете? И с молчаливого согласия народа. Так вот, что делать в это время? В это время, во-первых, использовать это время, скажем, себе во благо, да? Заниматься собой. Время пришло заниматься ритуалами, есть время. Поверьте мне, я хочу вам сказать, я вас уверяю, что невзирая ни на какие кризисы, если вы обращаетесь к силам, если вы обращаетесь к богам, они вас слышат и помогают. Не имеет никакого значения, что у других происходит. Я хочу вам подарить заговор моей прабабушки. Я его немного переделала, как бы для, скажем, русской публики, да, русскоязычной публики, потому как там есть некоторые элементы армянского языка, которые, ну, переводу не поддаются. И поэтому я немного переделала, но, в принципе, оно работает точно так же сильно. Я вам сейчас хочу объяснить. Я пережила эти банковские вот эти все разорения, кризисы и прочее, прочее. Знаете, что интересно? Я узнавала об этом после, когда это все уже случалось, когда уже факт произошел. И мне абсолютно ничего не мешало найти работу, занятия себе найти и прочее. Когда у людей была паника, я просто жила, даже не зная, что это было, оказывается, понимаете? Люди сами достойны, чтобы над ними издевались. Люди сами этого достойны, поверьте мне. По своему же желанию. Итак, пришло время, наверное, читать вам книги, просвещаться и делать ритуалы. Я своим друзьям отправила, разослала вот этот заговор моей прабабушки. Это вам поможет пережить кризис. Поверьте мне, что невзирая на то, что у кого будет случаться в жизни, у вас все будет равномерно. И, по крайней мере, вы выйдете оттуда с меньшими жертвами. Теперь, я прям записала, отправляла. Сейчас я вам открою, одну секунду. И продиктую этот заговор. А вы себе перепишите и применяйте. Значит так, каждое утро, вот когда начинается такое мракобесие в мире, когда начинается такой кризисный момент в мире, каждое утро открывайте окно. Ну, когда вы проснулись, открывайте окно. И каждую ночь, перед тем, как лечь спать, не забывайте об этом, желательно. Оно будет и так работать, но желательно делать, как я говорю. Утром 6 раз открывайте окно и читайте. И ночью перед сном читайте 6 раз, идете спать. Когда уже собрались спать, неважно во сколько. И поверьте мне, если вы будете это действительно делать и делать часто, вот эти кризисы вас не коснутся. Они для вас будут как можно менее болезненны. По крайней мере, эта вся кара и прочее обойдет вас стороной. Ну, как надоели, сбивает меня. Сейчас, секунду. Только нашла.
И опять мне написали. Ну не пишите мне, пожалуйста, вот эти слова. Вы мне можете помочь? Я не знаю, чем я должна вам помочь. Надоело уже. Пишите проблему. Вообще изучайте канал, чтобы понять, как ко мне обращаются. Ну что это за выражение? Достали. Весь день можете помочь? Чем помочь? Туалетную бумагу купить? Что надо? Я откуда знаю, что вы хотите, чтобы вам помочь? Дальше. Эти люди, еще раз говорю, достойны, чтобы над ними издевались. И они это заслуживают. Пойдемте дальше. И вообще я вам хочу сказать, что как там в сказке Буратино, да, сложно жить хорошему человеку в мире дураков. Очень сложно, очень. Когда проходят мимо детей и говорят, пусть они заболеют. Или видят человека без маски, говорят, чтобы ты сдох от вируса. Что вы хотите? Это больное общество, больное на всю голову. Когда врачи выступают, говорят, что этого нету. Ведущие врачи, умные профессора. И все равно, нравится вам, ну вот и все, дрожите, Господи. А умный человек пусть использует это время себе во благо. Больше ничего не могу сказать. Это единственное, что вам остается. Ну, конечно, психически больных станет очень много, потому что закрытое пространство, оно просто, ну, уничтожает. Это практически тюрьма. Это мы отсидели свой срок от звонка до звонка. Но я боюсь, чтобы таких сроков не было много. Вот о чем. Потому что хавают хорошо народ, вот могут и дальше это продолжаться. Ну да ладно. Что мы можем делать? Единственное, мы можем просить и насколько возможно, как бы смягчить эти удары судьбы для себя и для своих детей. Отдайте это своим детям и близким людям. И каждый из вас пускай это читает, чтобы вы могли с меньшими потерями выйти из этого состояния. Итак, смотрите. Я читаю, а потом вы запишете у себя. Все в дураках, я при деньгах. Все в бурлаках, я в купцах. Им лапти носить, а мне ложками икру есть. Им суммой ходить, а мне золото в сундуки класть. Все мои беды, да волкам впасть. Все в дураках, а я в корольках, да при деньгах. Да сытая, да одетая, обутая, богатая, да знатная. Только счастье знать, злато и деньги по миру собирать, да в карманы свои класть, да в сундуки пихать. Да будет так, как я хочу. Озолочусь, все получу, всех проскочу, все моих холопы, я одна повелительница, заклята во 100-кратно. Да будет так. Еще раз читаю. Значит, с 13-й минуты, запомните, заговор. 6 раз. Утром, 6 раз ночью. И вы увидите, как постепенно вот это состояние отойдет. Вы понимаете, вот эти слова, эти заговоры, они не просто сказаны, понимаете? Они не просто говорится в воздух. Это привлечение в твою жизнь той энергии, которая тебе поможет выйти из этой ситуации. Эта энергия, как путеводитель, она тебя выведет и просто поможет, спасет, вытащит. Я говорю, некоторые слова поменяла, потому что те слова, которые, скажем, в армянском языке ну, называются как бы чернорабочий, нищий или так далее, это ну, на русский язык не переводится, не поддается переводу. Поэтому я выбрала более такие подходящие слова, и все. Да, он, кстати, наверное, самый последний поддался этой панике, потому что все прям побежали объявлять карантины. Мне кажется, он последний к этому пришел, он уже от безысходности, потому что это цепочка, понимаете, мировая. Цепочка политиков, которые разорвать ты не вправе, сами понимаете. Пришлось им это делать. Как бы я уважала нашего господина Пашиняна, если бы он по-другому себя повел. Вот сейчас был у него шанс, просто шанс, показать себя достойным политиком и сыном Отечества. Как бы я его уважала, вы даже представить себе не можете, если бы он себя повел совсем по-другому.
Вот реально, вот повел бы, он бы вот все свои минусы, все свои недочеты одним махом бы закрыл. Но он себя повел, как и все. Понимаете, как все стервятники. Вот и все. Очень-очень жаль. Мне реально жаль. Я так ждала, я хотела его зауважать просто, сказать, вот человек, правда, ну, не разрушил экономику страны. Сказал, пошли вы, знаете куда, я свою страну разорять не собираюсь. Не буду и все. Но, блин, не сделал он этого. Не сделал. Очень жаль. Так, и самое интересное, еще раз говорю, как бы карантин всех касается, а вот самое интересное, знаете, какая-то фирма имеет право работать, какая-то не имеет права, правда? Все заказали холодильники, все микроволновки, все я лично, потому что переехала сразу в дом, надо мне. Все эти огромные концерны разбогатели, прям Пусик внизу, он сюда не может подняться. Все, знаете, все эти доставки еды разбогатели. Теперь будут вот эти вот еще пропуска. Я уверяю вас, мы в России живем. Сейчас эти пропуска будут по блату делать. Вы представляете, какой хаос наступит? Люди из дома, чтобы выйти, должны пропуска, значит, брать, да? Там, можно я хлеб куплю, там, смс пишешь. Ничего страшного, вчерашний ешьте, это не первая необходимость. Ну, мне это, ну, это просто... И самое смешное, когда люди говорят, ой, надо еще жестче, еще. Точно. Извиняюсь, вчера вышла с мокрыми волосами, убиралась дома, там еще, говорю, казалось бы, чисто все, но убраться нужно все-таки дом. И простыла. Ой, да реально мракобесие уже надоело, честное слово, надоело. Достало, уже страшно. В нашей стране страшно говорить правду. Реально страшно. Это вообще, я не знаю, это ужас какой-то. Штрафануть людей. Вы когда-нибудь в жизни представляли, что вы будете в тюрьмах сидеть все дома? Это писец. Это ужас просто, вот неописуемый. В тюрьмах просто закрытые. Вы представляли себя? У меня слов нет. Ну, а что делать? Я еще раз говорю, и люди же друг на друга доносят. Так, читай еще раз. Ой. Жуть. Рухнули экономики всех стран. Рухнули одним махом. Уже рушатся, все, трындец. Кто был богат, тот еще на плаву остался. Все остальные с Москвы начали уезжать, потому что за квартиры платить надо. Никто им отсрочку не делает из-за карантина и чего-то еще. Все. Знаете, Роман, я тоже так думаю. Мне кажется, это будет продолжаться до того, пока у народа терпения хватит. И я единственное, чего боюсь, чтобы это не повторили еще раз, и снова. Потому что народ-то хавает хорошо. Вот что. Дело в том, что, еще раз говорю, у нас нет выбора. Если это государство, оно так решило, ты никуда не денешься, ты против системы не попрешь. Тебе придется подчиниться и сидеть дома. Поэтому сидите дома. Конечно, сидите, ждите, пока все это закончится. Займитесь, я еще раз повторю, займитесь чем-нибудь полезным. Это время используйте себе во благо, люди. Просто не нервничайте, иначе мы станем душевно больны. Если мы будем сейчас сидеть, об этом думать, мы реально станем душевно больные люди просто, понимаете? Да, да. Так депутат КПРФ повторил слова Юлия Цезаря. Вот. Чтобы не стать душевно больными, просто как бы это время используйте во что-то. Я уже устала уже читать и отвечать. А вот в Италии, вот вы говорили, я об этом же сказала. В Италии химзавод сгорел, вашу мать, вы достали меня. Химический завод, и поэтому под коронавирус это все списали.
Что вы достали меня? Вот вы говорили, что дальше Китай это не пойдет. В Китае был совсем другой вирус, не абсолютно другой, который передается от летучих мышей. Они там жрут все, что угодно, уже и людей жрут. Поэтому у них такое случилось, вспышка. Но она закончилась там же. А вот вы говорили, что в Китае будет, дальше не будет. Я говорила, еще раз говорю, дальше ничего никуда не пошло. Но если вы будете хавать все, что вам говорят, конечно, и дальше пойдет, и завтра еще новый какой-то вирус придумали. Опять смотрю, не знаю, фейк это или правда, какой-то теперь коронавирус идет к нам. Красота. Мы что, будем годами, что ли, дома сидеть? Вы представляете вообще? Да, это точно. Итак, еще раз. Для того, чтобы все, что происходит в вашей жизни, обошлось наименьшей кровью. Сейчас сюда закроем. С наименьшей кровью. Чтобы вы могли выйти оттуда с меньшими жертвами. Чтобы, по крайней мере, не разорялись до такой степени, чтобы остаться ни с чем и прочее, прочее. Сейчас, секунду, я это поправлю. Мне не нравится, когда что-то... Еще раз вам читаю заговор своей прабабушки, который я просто как бы вот переделала под наш менталитет. Кстати, замечательно, буду теперь в прямых эфирах, значит, передавать ритуалы, потому что, ну, реально, по-другому никак не получается, а мне очень много нужно снять еще. Ой, начали. Все в дураках, а я при деньгах. Все в бурлаках, а я в купцах. Им лапти носить, а мне ложками икру есть. Им с суммой ходить, а мне золото в сундуки класть. Все мои беды да волкам в пасть. Все в дураках, а я в корольках, да при деньгах. Да сытая, да одетая, обутая, богатая, да знатная. Только счастье знать, злато и деньги по миру собирать. Да в карманы свои класть, да в сундуки пихать. Да будет так, как я хочу. А золочусь, все получу, всех проскочу, все мои холопы, а я одна повелительница, заклята во 100-кратно. Да будет так. Помните, я вам говорила, что нацеленные заговоры, ритуалы на удачу и прочее, они желательно без артикула не использовать. Нет, конечно, есть такие ритуалы, в которых можно это, но в основном чаще всего повторять слова сытое, богатое, знатное, золото собирать и так далее, так далее. Делать акцент на то, что есть, а не то, чтобы не было, понимаете? Не хочу, пусть я не буду нищая, пусть я не буду бедная, это не надо. Надо делать акцент на то, что ты хочешь, чтобы было, а не на то, чего тебе не надо. Поняли меня? И вот смотрите, еще раз говорю. Все в дураках, а я при деньгах. Все в бурлаках, а я в купцах. Им лапти носить, а мне ложками икру есть. Им с суммой ходить, а мне золото в сундуки класть. Все мои беды да волкам в пасть. Все в дураках, я в корольках, да при деньгах. Да сытая, да одетая, обутая, богатая, да знатная, только счастье знать, золотые деньги по миру собирать, да в карманы свои класть, да в сундуки пихать. Да будет так, как я хочу. А золочусь, все получу, всех проскочу, все мои холопы, я одна повелительница, заклята во 100-кратно. Да будет так. Итак, вот этот заговор постарайтесь в течение всего времени, пока вы закрыты, все время повторять, чтобы активизировать эту силу богатства и удачи больше в свою сторону и пережить этот кризисный момент. И я хочу вам сказать, еще раз вам объясняю, вот думайте о проблеме, она есть. Не думайте о проблеме, ее нет. Думайте о кризисе, думайте о том, что будет, все рухнет, что будем делать. Боже мой, помогите, спасите каждый день. Многие из вас, которые здесь пишут, нету никакого вируса, мы верим вам, а сами у них там в закладках какие-то там знаете,
расклады, коронавирус, что такое, когда закончится. Или вы сюда, или вы туда. Или вы на этом стуле, или вы на том стуле. Или у вас жопа разорвется на 3 части. Туда-сюда не бегаем. Если вы об этом не думаете, этого не существует. Все. Понимаете? Не думайте, что вы разоритесь, значит, вы не разоритесь. Будете об этом думать, каждый день переживать, это случится. Даже в кризисные моменты можно заработать, можно жить хорошо. Сегодня мне очень многие отправили, что они делают, вот они от нефиг делать, наконец-то получили себе время. Почему я говорю? Запомните одну вещь. Нет проблем, есть новые возможности. Проблем на этой земле, в мироздании не существует. Их нету просто. Это новые возможности. Вот что-то не так получилось, это новая возможность. Понимаете? Я вам рассказывала о женщине, которая не выходила замуж до 30 лет, и все время вот у нее проблема с этим, она думала, что она фригидная, что ей это не нужно и так далее. И в какой-то момент очень удачно упала с лошади, упала так сильно ударилась, что в этот момент испытала оргазм. И вот после того, как она вышла из больницы, она очень быстро нашла мужчину и вышла замуж. У нее сейчас есть дети и семья. Понимаете? Вот как бы ей надо было показать, что это хорошо, Вселенная показала. Казалось бы, проблема. Она упала, и она 2 месяца лежала в больнице. С другой стороны, ей просто показали, что это такое, в конце концов. У нее это активизировалось, понимаете, женская суть. Может, это не очень хороший пример, но очень, кстати, и очень к месту. Понимаете меня? Да, коронавирус или, например, чесотку там. Ой, чесотка у меня, не подходите. Так вот, дорогие друзья, о чем я говорю? Вот закрылись мы дома, не паникуем, спокойно живем, просто закрылись, думаем, а что можно делать за это время? Сесть, например, почитать любимую книгу, которую давно не читали, с родными, с любимыми провести время. В конце концов, хотели секса, на вам секса, получайте. Ну, столько получайте, что просто уже некуда пихать. Что еще? С детьми провести время, понять, какие у вас хорошие дети. Понимаете? Да, это все всемирный театр и цирк, и это очень нехорошо. Но, с другой стороны, этот цирк можно повернуть себе во благо. И следующее. Делайте ритуалы, делайте чистки, делайте на деньги. Да, люди дома сидят, но банки работают, но карты работают, но заказы можно через курьеров отправлять. Сейчас службы есть, которые работают прекрасно, они заберут и деньги вам принесут, и все это начислят. Вот и все. То есть не вгоняйте себя в депрессию, не вгоняйте в себя в это безумие. Ой, что мы будем делать? Ладно, хрен с ним, сказали сидеть, будем сидеть. Понимаете? Но это время используйте себе во благо. И еще раз говорю, будете об этом думать, это есть. Не будете об этом думать, этого нет. Кризис у нас в башках, да, как там, разруха в головах, дорогие друзья. Разруха, каждый занимается своим делом, и разруха отпадет сама по себе. Понимаете меня? Все, я вам подарила это, и это очень сильная вещь. Вы знаете, что мои все работы, они очень сильные. Естественно, я вас не оставлю в такой момент. Я просто объясняю, почему я мало снимаю, потому что, интернет здесь еще, негде заказывать-то, негде, ничего не работает. Заказывать негде, чтобы поставить эту вышку, да, и нормально, спокойно снимать и показывать. Поэтому я уже решила, думаю, да елки-палки, если прямой эфир нормально снимает, все, значит, просто буду в прямых эфирах вам давать эти ритуалы, да и все. Некоторое время пусть будет так. Это нормально, нормальный выход из ситуации, правильно? Вот так и будем делать теперь. Все, видите, нет проблем, есть новая возможность с вами общаться побольше, всегда быть на связи, всегда, чтобы связь была двухсторонней и так далее. Понимаете, просто садитесь, вот как только что-то случается в мире, в жизни, скажите, нету проблем, есть новая возможность. Что хочет мне Вселенная этим сказать? Что я могу сделать в это время, пока у меня другие возможности закрыты? Вы знаете, многие люди обнаружили, что они неплохо рисуют. Одна сказала, что она начала делать кожаные сумки, выставлять в этом Инстаграме или где-то там народу показывать, начали заказывать. И она подумала, нахрена я вообще работаю и мучаюсь, если я могу на себя работать. Вы поймите, даже руками людей, даже руками недостойных политиков и так далее, все равно силы пытаются вам что-то сказать. Они хотят до вас достучаться. Это время используйте себе во благо.
И когда выйдем из этого состояния, да, все уже у нас будет по-другому. Пушкин, когда был на карантине, там черная оспа была, кажется, или какая-то болезнь, но тогда-то была действительно реальная болезнь, действительно была страшная вещь. И Пушкин тоже писал из карантина, приветствовал народ из своего заточения и говорил, что из холеры, черной холеры, что выйдем мы оттуда намного лучше, обновленнее, как одна семья. Но в то время люди были добрее, достойные, они действительно вышли как одна семья, понимаете, оттуда. Сейчас нету одной семьи. Сейчас одни стукачи, одни непонятно что. А почему вы удивляетесь? Мы в 17 году уничтожили весь генофонд нормальных, достойных людей. Понимаете, голодьба осталась, их дети, стукачи. Кто у нас был самый главный герой? Павлик Морозов, который сдал своих родителей, пожалуйста. И его именем до сих пор названы улицы, люди там живут. То есть поощрялось стукачество, поощрялось вот капать. Вот сейчас уже штрафы какие-то там, значит, ввели какие-то штрафы за какие-то слова, и люди вот просто подыскивают в любом слове, в любых там выступлениях. А что можно там, на что можно делать акцент, чтобы штрафанули человека? Человек вышел в магазин, 5 минут побежал, звонит милицию, она вышла из дома. Вы понимаете? Вся рожа, истинная морда человечества сейчас себя так показала, она так упала в моих глазах, и да вообще она особо не поднималась, но сейчас она вообще упала. Вы представляете, соседи, которые 100 лет рядом жили, друг на друга стучат, милицию звонят, что вот у них там день рождения, пришли с тортом ее поздравить, а у нас карантин. Вы можете себе представить это? Вот и все. Вот вам новая возможность увидеть, какие суки рядом с вами жили столько лет. И когда в следующий раз эта мадам придет и скажет, ой, там, Машенька, ты мне не дашь 100 рублей? Ты говоришь, пошла нахуй отсюда, до свидания, иди сама работай и жри, блядь. Вот, видите? Вот так вот. Вам возможность показать их истинную рожу, лицо. Вы понимаете, когда начинаются где-то геноциды, когда начинается разорение, когда начинается на национальной почве преследование, соседи, которым вы помогали, в первую очередь приходят тебя грабить. Это уже не первый случай, не первый раз в истории человечества. Соседи, именно те, которым ты помогала. Они первые прибегают тебя грабить и тебя убивать. Понимаете? Вы не думайте, я вам сколько раз, смотрите мой ролик, да, «Бей слабого», где я объясняю, что слабость, это не имеется в виду слабый человек, больной, несчастный. Это именно тот человек, которому ты помогла вот в трудную минуту, некое ничтожество по соседству. Она тебя первым ударит в спину. Почему? Да потому что ты тем, что ему помогаешь, ты показываешь, что вот ты, ну, ты, да, вот такая бедная, вот приходи. И вот когда начинается вот на национальной почве это все, она первую тебя ограбит, она первая тебя ударит, она вот что происходит. Вот и все. Вам просто дали возможность посмотреть. Вот этот момент кризиса, он самый такой, знаете, выводит вот этих всех демонов внутри, которые скрывались у человека, они выходят наружу просто. Даже родные близкие друг друга предают. Даже родные близкие готовы друг друга уничтожить, убить, там, перешагнуть и пройти. И вот потом ты понимаешь, что ты в этом мире остаешься одна. Совершенно одна. Вот. Так что вот так вот, дорогие друзья. Берите, делайте, и будем впредь теперь, значит, снимать. И снимать будем в прямых эфирах, и много будем снимать. Потому что, еще раз говорю, что уже достаточно, как бы, подумала, как лучше сделать, и пришла к выводу, что вот снимать надо вот так, в прямом эфире, просто снимать людям и сразу загружать, да и все. Она как бы нормальный такой выход из ситуации. Все. Всем удачи, всех благ, и да, и пользуйтесь во благо. Это вам поможет, как и все работы. Еще раз говорю, не думайте ни о каком кризисе. Как жили, так живете, работайте, думайте, дома сидя делайте что-нибудь полезное и обращайтесь к этим силам. Они нас всегда слышат. В смысле, а как же алтари? Не поняла. Алтари будут и алтари. Какая разница? Где нужно, алтари будут. Где не нужно, я вам объясню, как делать. Вы сами что, не сможете понять, как это надо делать? Прекрасно поймете. Всем удачи!